Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, вам большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с такой палитрой работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Один и тот же узорчик с разной пряжей может выглядеть по-разному, поэтому вы берете летнюю пряжу, демисезонную, зимнюю, какая у вас есть, и пробуйте, вы большие дизайнеры, пробуйте. Ну, а я расскажу сегодня о ниточках, с которыми буду работать. Смотрите, называются они Alize Baby Wool и Бамбук. Идем дальше. Пока не забыла, сразу называют цвет 19, но на камеру, по крайней мере, как вот я вижу, он ярче показывает, он бледнее немножечко. Идем дальше. Так, у нас моточек получается 50 грамм, так, и в 50 граммах находится 175 метров. По составу это 40% шерсть, 40% это акрил и 20% это бамбук. В принципе, ниточки очень приятные на ощупь, с ними очень здорово работать. В комментариях напишите, кто работал, понравились ли вам. Ну и самое последнее получается, здесь нам советуют производители, смотрите, брать крючок от единички до троечки, ну в зависимости от узорчика, от вашей плотности вязания. Я данную пряжу уже вязала крючком номер 3, поэтому я сегодня беру точно так же крючок номер 3. Так, видите, моя рабочая лошадка. Вы точно так же изучаете свою пряжу, да, читаете, что вам рекомендует производитель по поводу крючка, подбираете крючок под свою пряжу, под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, смотрите, раппорт сегодняшнего узорчика у нас будет 4 петельки. И я наберу, смотрите, 7 раппортов, это получается 28 воздушных петелек. И еще 3 дополнительно вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я наберу 31 воздушную петельку, но вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, вначале все как всегда, мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я, получается, набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее, смотрите, я делаю одну воздушную петельку, отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2, накид. Во вторую петельку вот так вот аккуратненько ввожу крючок, вытягиваю ниточку, у меня на крючке 3 петельки. И я их провязываю все вместе. 1, полустолбик с накидом называется. Накид. Дальше следующая петелька цепочки по порядку. Нырнули, вытянули ниточку, 3 петельки на крючке. Мы опять их вместе, оп, за один раз провязали. Полустолбик с накидом. И так далее, шагаем до конца ряда, провязываем полустолбики с накидом. Так? Почему? Потому что в воздушных петельках новички вначале могут запутаться, а вот в столбиках уже не запутаются. Идем дальше. Вы можете провязывать столбики с накидом, можете провязывать, как я, полустолбики с накидом, можете столбики без накида, на ваше усмотрение. Вот опытные мастерицы могут подсказать в комментариях, как проще, как удобнее. Вот, шагаем до конца ряда, сами себя контролируем. Количество полустолбиков в моем случае должно получиться ровно столько, сколько набрали петелек в цепочке. Я набрала 31 воздушную петельку, значит у меня будет 31 полустолбик. У вас может быть больше, меньше, в зависимости от того, сколько петелек в цепочке. Несложная, да? Математика. Вот. Все, давайте вот так вот аккуратненько до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот полустолбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это имитация столбика с накидом. Поворот. Дальше делаем накид. Теперь будьте внимательны. Вот наш первый столбик, мы из него сделали 3 воздушные петельки. Начинаем отсчитывать со второго столбика. 2 столбика. 1, 2. В третий нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке.
накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Теперь смотрите, все петельки провязываем вместе, обязательно зафиксируем. Вот такой вот пышный столбик, либо 2 столбика, еще называется с общей верхушкой, столбики с накидом, да? Дальше 2 воздушные петельки. Теперь смотрите, накид. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, стоп, накид, вернулись сюда же, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. А теперь смотрите внимательно, накид, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь все петельки на крючке провязали вместе. Оп, за один мах. Угу. И обязательно зафиксировали. Вот такая картина получается. Не сложно? Думаю, не сложно. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. И мы опять возвращаемся вначале сюда же. В этот же столбик провязываем 2 столбика с накидом, но не полностью, да. Держим на крючке. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 точно так же нырнули. Провязали 2 столбика с накидом, но не полностью. И все петельки держим на крючке. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Видите? И у нас получается, с одной стороны выглядит как будто как рогаточки, да, с другой стороны рогаточки как наоборот. И такой зигзаг получается растет. И опять делаем 2 воздушные петельки. И точно так же вначале сюда возвращаемся, 2 столбика провязываем, пропускаем 3 столбика и в 4 провязываем еще 2 столбика с накидом с общей верхушкой и все петельки вместе. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики красавцы готовы. Так мы заканчиваем ряд. Мы вот с вами провязали, получается, последние 2 наших столбика с общей верхушкой и провязали их вместе. А теперь накид. И смотрите, у нас остались 2 столбика, как в начале ряда. 1, 2 и в 3. А это получается у нас петелька подъема, да, помните было? Мы провязываем просто обычный столбик с накидом. Опять же к тому, что вы говорите, я провязываю 3 петельки воздушные с одной стороны, а столбик с накидом с другой стороны. Напомню, что 3 петельки подъема это мы поднимаемся на новый ряд, так? Это имитация столбика с накидом. Надеюсь, вопросов больше не возникнет. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. Дальше, смотрите, идем на верхушечку нашего пышного столбика. За верхушечку беремся и провязываем столбик без накида. Там, где у нас вот 2 воздушные петельки были, арочка, мы провязываем здесь 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. То есть несложно. Дальше идем. Опять наши пышные столбики, да, 2 столбика, 4 столбика получается, вернее 2 пары, да, с общей верхушкой. Точно так же верхушку нырнули и провязали столбик без накида. Дальше идет арочка. В арочку 3 столбика без накида. 1, 2, 2 и 3. Потом опять наши столбики, одна общая верхушка, мы в эту общую верхушку провязываем столбик без накида. Все, то есть у вас весь ряд состоит из столбиков без накида. Самое главное, что в арочку мы провязываем 3 столбика. Понятно? И вот по итогу такая картина. Несложно? Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. И закончили мы ряд точно так же, столбиком без накида, вот в 3-ю петельку подъема. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это имитация столбика с накидом. Поднимаем ряд. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Итого получилось 4 воздушные петельки. Дальше будьте внимательны. Это вот наш первый столбик. Мы из него сделали петельки подъема. Вот, теперь ныряем во второй столбик. Вытягиваем ниточку. 2 петельки, стоп. Накид. Еще раз сюда нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Накид. Теперь пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь все петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. Угу. Мы точно так же делали с вами вот в первом ряду. Дальше мы опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И точно так же вначале возвращаемся
к этому же столбику, провязываем 2 столбика с накидом не полностью, а далее пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И идем в 4 столбик, точно так же провязываем 2 столбика с накидом, но не полностью. Теперь все петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. Как вам? Красота и несложно. То есть ваша задача, повторяйте вот этот первый ряд, просто он у вас немножечко смещен. А так все то же самое. Я уверена, что вы справитесь. Давайте я вас оставляю до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы опять провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы точно так же, как и начинали. То есть мы делаем одну воздушную петельку, так, накид. И вот наш последний столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее здесь была одна воздушная петелька, ныряем в арочку, провязываем один столбик без накида. Далее беремся за верхушечку наших столбиков, провязываем столбик без накида. В следующую арочку, во все последующие мы провязываем 3 столбика. Да? Помните, мы во втором ряду провязывали точно так же. Провязываем в арочке по 3 столбика без накида. Столбики в этом ряду все без накида. А там, где верхушка наших столбиков с накидом предыдущего ряда, провязываем один столбик без накида. Все, поняли? Мы повторяем второй ряд. Все то же самое. Просто у нас сместился он в шахматном порядке. И здесь, получается, мы повторяем весь рельеф нашего ряда, который сместился. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, вот наши очередные столбики готовы, столбики без накида, и закончили мы ряд точно так же, как начинали. Там, где была одна воздушная петелька, мы провязали один столбик без накида, и в третью петельку подъема тоже столбик без накида. Все, дальше идем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Мы с вами, получается, пропускаем наши столбики. 1 столбик пропустили, и в следующий столбик, смотрите, мы ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Теперь провязали все петельки вместе, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Опять возвращаемся сюда же, так, вытягиваем ниточку, 2 петельки стоп, накид, сюда же 2 петельки стоп. И теперь пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Вот в 4 столбик провязываем точно так же 2 петельки в 2 наших столбиках. И теперь, получается, провязываем все вместе и обязательно зафиксировать. То есть, если внимательно посмотрите, мы начинаем с вами повторять самый первый ряд. Поняли? То есть, сам по себе узорчик состоит из 2 рядов. Вначале вы делаете столбики по 2 пары, так скажем, столбиков с общей верхушкой. Возвращаетесь столбиком без накида. Пары, столбики без накида. Пары, столбики без накида. Единственное, что когда вы провязываете третий ряд, то вы повторяете первый ряд и смещаетесь в шахматном порядке. Все, это единственная особенность. Все, то есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда, 4 ряда вы начинаете повторять все то же самое с самого начала. Не сложно? Я думаю, не сложно. Для тех, кто разбирается в схемках, я сюда схемку прикладываю, но схемка какого качества, такого как бы и есть. Смотрите, контролируйте себя. Те, кто не разбирается в схемках, посмотрите тем более обязательно, потому что мы с вами уже все разобрали, все элементы, и вы посмотрите и скажете, что очень легко вязать по схемкам. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво и просто. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот красота. Все очень просто, легко и доступно, да. И вот так вот интересно получается. Не сильно дырявчатый, да, не сильно сложный, двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет лицевой. Здорово? Здорово. Летние ниточки, значит, летние вещи. Демисезонные, значит, демисезонные. Зимние, значит, зимние. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, да. У вас может быть и так он находиться, почему бы и нет. Вы можете развернуть его наоборот, вверх ногами, а может быть наоборот. Для вас это будет именно то самое положение, которое больше понравится. То есть пробуйте. Пробуйте из разной пряжи, пробуйте направления разные, комбинируйте с другими узорчиками, почему бы и нет. И получится здорово. В моем случае вот так вот практически не тянется из моей пряжи. Вот так вот, конечно, тянется получше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. То есть, опять же, вяжите, пробуйте. Итак, смотрите. Если, допустим, моя пряжа
мой крючок, моя плотность вязания, то сегодня у меня это получается 15 сантиметров. Так? А здесь получается, когда мы провязывали непосредственно наши вот эти столбики и сразу же провязывали, возвращались обратно столбиками без накида, то есть 2 ряда раппорт. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так? И получается, здесь я пока не вернулась. Так? И здесь у нас вспомогательный ряд был первый 13. Так, что у нас получается? 10 сантиметров, ну, с хвостиком, да? Вот такая красота. Это если будут тоненькие ниточки, то это будет что-то нежное, ажурное. Если это будут толстые ниточки, то это интересно будет кофточка, кардиганчик, жилеточка, да? Ну, еще что вот так вот немножечко дырочки есть, но все равно подчеркивает узорчик. Под низ что-то интересное, да? Для контраста одели и красота. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Пишите комментарии, что вязали. Если не вязали ничего, да, то подбрасывайте идейки, что можно связать. Не забывайте, что можно связать и сумочки, да, и чехлы. То есть вы можете брать и полипропиленовые, полиэфирные шнуры. Получится очень-очень красиво. Ну что ж, вяжите с удовольствием. Сохраняйте себе узорчик в плейлисты. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.